Всем привет! Вы на канале Fast 5 Channel. Меня зовут Михаил. И начинаем новую серию стримов. Значит, я вкратце расскажу, для чего это, что это будет за проект, что это будет за стрим и как будет построена, так скажем, технология этого повествования. И, в принципе, приступим к самой практике. Значит, стримы будут о FastAPI, о фреймворке и сопутствующим, так скажем, инструментам, которые нам понадобятся. Соответственно, я хочу разработать pet-проект. Это будет что-то наподобие видеохостинга. Можете сравнивать это с ТикТоком, к примеру, или с Ютубом, или еще с чем-то. То есть там, где пользователь может загрузить видео, дать ему описание, название. Соответственно, люди могут как-то отреагировать на это видео, посмотреть данное видео. Вот, человек может авторизоваться, соответственно, зарегистрироваться на данном сервисе, и все. Ну, то есть, минимальный такой какой-то набор. Соответственно, данные стримы, они больше посвящены именно как бы познакомить людей с данным фреймворком, с его функционалом, как какую-либо задачу решать. То есть, те задачи, которые чаще всего у нас возникают при разработке, то есть, это получить данные, отдать данные, соответственно, поработать с базой данных, файлы позагружать, поотдавать файлы и так далее. То есть насчет чего сейчас в интернетах, к сожалению, очень мало информации. Если она есть, ее нужно с, так скажем, разных уголков собирать. Вот. Также я когда буду объяснять какие-то моменты из самого фреймворка или сопутствующего инструментария, я буду показывать, где это в документации находится. Вот, то есть этот проект это не будет пересказывание просто всей документации FastAPI, вы прекрасно сами можете ее почитать. Значит, это не будет простое пересказывание документации, но не все коллеги, не у всех сил хватает все перечитать, и, соответственно, пока вы все это прочитаете, вы все забудете. Вот. И, соответственно, просто тем людям, которые хотят познакомиться с фреймворком, как что работает, как, так скажем, стартануть в нем, вот данные стримы и помогут. То есть можно сказать, что это некий обучающий такой мини-курс по FastAPI. Значит, что мы сегодня с вами сделаем? Мы установим сам FastAPI, посмотрим, как он запускается, то есть, чтобы сервер заработал, как принимает, отдает запросы, что в нем есть, как он построен, то есть, и попытаемся, если успеем, сделать возможность загрузки видео на, соответственно, сервер и возможность сохранить данный файл. То есть, пока мы не ориентируемся на пользователей, нам главное, чтобы это сохранилось. И как это FastAPI реализовать, потому что у него есть некое отличие, так скажем, от других фреймворков, от того же самого Flask, если вы им пользовались, или Django, или еще каким-то фреймворком, где мы указали, что хотим получить файл и сохранить его, ну, хренак и работает. Вот здесь немножечко все по-другому. Вот. Соответственно, что такое FastAPI, на чем он основан, какие у него есть там сопутствующие инструментарии и так далее, все это вы можете найти в предыдущих стримах или на стриме, у нас в стриме на канале, посвященный отличию Django и FastAPI. Там я рассказываю, что это за фреймворк, зачем он нужен и так далее. Вот, поэтому сегодня здесь такого вводного вот этого не будет. Поэтому мы пойдем сразу, что правильно, кодить. Но если у вас будут какие-либо вопросы, соответственно, пишите это и в комментариях под стримами, и в нашей группе Telegram. Ссылочки будут в описании. Мы должны загружать с вами видео с ограниченным, ну, по времени. То есть мы не можем там часовое видео загрузить. То есть наша цель будет загрузить видео, там, к примеру, до минуты. Вот, соответственно, там от 10 секунд, к примеру, до минуты, чтобы у нас шло оно. Также это должен быть определенный формат видео. Вот, это, ну, там, MP4, ну и так далее, да, мы подумаем над этим, выберем. Значит, что мы сделаем с вами? Давайте мы с вами для начала создадим виртуальное окружение. Мы с вами, открывая консоль, и прописываем. Значит, Python минус m venv. Но здесь она у нас в PyCharm сейчас не подключена. Значит, первый вариант, как мы можем это сделать, это просто перезапустить PyCharm.
второй. Вам это не видно, скорее всего, будет. Я перейду в настройки PyCharm. Здесь в Project разделе есть Python интерпретатор. И нажав на шестеренку, я нажму Add. И в ней я могу выбрать, значит, виртуальное окружение. И сразу он, PyCharm, мне подсказывает, что у меня есть виртуальное окружение. Стоит RadioBox на Existing Environment. И указывает на мое виртуальное окружение моего проекта. Я нажимаю просто ОК. Еще раз ОК. Поэтому я проговорил. Теперь, чтобы не перезапускать весь PyCharm, я просто нажимаю на плюсик, то есть открываю новую вкладочку терминала и видим, что у меня теперь есть виртуальное окружение. Здесь у нас туториал. Я перешел в раздел, значит, туториал User Guide. И здесь первая ссылочка. Здесь идет рассказ о том, как установить FastAPI и как его запустить. Значит, у нас есть несколько вариантов установки самого FastAPI. То есть мы можем чисто поставить сам фреймворк без всяких сопутствующих, так скажем, сопутствующего инструментария. А можем поставить все сразу, и чтобы у нас было хорошо. Для этого мы должны выполнить команду pip install fastapi all. Вот, и сразу подтянется все нужные, так скажем, зачастую применимые инструментарий. Давайте мы так и поступим, просто потом посмотрим, что у нас там внутри установилось, для того, чтобы понять, что же там такое за инструментарий. Вводим данную команду, нажимаем Enter и ждем, пока все это добро установится, закачается и так далее. Это хорошо, меня это начинает радовать, когда ошибки возникают. Так, говорит, надо, дружище, обновить pip. Давайте так и поступим. Значит, прописываем команду Python -m pip install 2-upgrade. Давайте еще разочек попробуем запустить нашу установку. Посмотрим, что у нас произойдет. Он доустановит то, что не установил. Вернее, не дозакачал. Посмотрим, появятся ли у нас ошибки. Да, появятся. У нас возникает ошибка с JSON. Вот. Это можно решить, устанавливая наш, значит, C++. Вот определенные вещи. Давайте, я не знаю, будем решать сейчас этот момент или нет. Сразу предупреждаю, что я данную операцию выполняю на Windows 10. Вот. Поэтому ошибки просто неизбежны. Давайте поступим так. Мы не будем в данный момент с этим возиться. Сейчас, конечно, по ссылочке перейду, которую мне предлагают. Ладно, давайте мы установим следующим образом. Мы установим просто FastAPI без всяких дополнительных штук. Теперь выполним команду piplist. Видим, у нас, так, видно вам? Видно. FastAPI 0.63 это последняя версия на данный момент. Pip, Pydantic это инструментарий, который мы используем для сериализации данных. Setup Tools это у нас изначально шел. И вот у нас есть Starlet, значит 0.3.16. FastAPI, как вы знаете, он основан на Starlet, поэтому здесь он присутствует. Значит, что нам понадобится еще для того, чтобы запустить сервер? Нам нужно с вами установить UVcorn. Это веб-сервер. Значит, pip install UVcorn стандарт. Мы создадим с вами новый файл в нашей директории проекта. Python файл, назовем его main.py. А теперь здесь мы создадим обычный простой самый код, который позволит нам запустить наш проектик. Значит, давайте сразу перейдем в документацию, чтобы посмотреть, где это было. А если мы вот здесь перейдем First Steps, первый шаг, и вот наш приводится код для того, чтобы посмотреть, как это будет работать. Давайте так и поступим. Мы это будем использовать за основу, потому что сейчас мы с вами попытаемся сделать еще загрузку файла. Значит, давайте рассмотрим, что у нас здесь происходит. Мы импортируем из FastAPI объект, класс вернее, FastAPI. Теперь
мы создаем объект FastAPI, и сами функции, наши endpoints, строятся следующим образом. Основываясь на данном объекте, мы пишем декоратор на имя нашего объекта. Дальше мы пишем, используем метод, с помощью которого хотим принимать запрос. Это HTTP метод, get, post, put, delete и так далее. И указываем адрес, по которому будет приниматься данный запрос. Далее мы объявляем функцию. Так как FastAPI это асинхронный фреймворк, мы можем использовать и синхронный код, и асинхронный код. Здесь мы используем с вами async, объявляем root функцию, соответственно, делаем ее async и возвращаем в виде словаря, то есть это будет преобразовано в JSON, то есть это уже за нас делает сам FastAPI. Мы возвращаем некий ключ message значит, со строкой hello world. Для того, чтобы это добро запустить, чтобы оно заработало, перейдем в терминал и выполним такую команду. Значит, uvicorn. Далее мы пишем наш имя файла, ставим двоеточие, пишем app. Это наш объект, тот объект FastAPI, который мы будем запускать. И все, в принципе, можем нажимать Enter. Но, чтобы у нас работала с вами горячая перезагрузка, то есть, когда мы меняем код, у нас автоматически перезапускался сервер, мы ставим 2 тире, пишем reload и нажимаем теперь Enter. И смотрим, запустится или нет. Видим, поднимается наш сервер, и теперь по адресу 127.0.0.1 8000 доступен нам наш проект. Также мы можем указывать порты и сам адрес, по которому будет запускаться uvicorn. Поэтому, в принципе, это возможно, это есть в документации самого uvicorn, прямо на первой страничке, поэтому, или на второй. Поэтому несложно найти. Давайте мы перейдем в браузер на данный адрес. Сейчас я покажу вам браузер. Значит, переходим на наш локальный адрес 8000 порт и видим наш message hello world. То есть это просто строка вернулась по сути. Но FastAPI знаменит тем, что он делает автогенерацию документации. Переходим на /docs и получаем вот такую документацию, где описываются наши, соответственно, все методы, то есть наши endpoints, наши URL и методы, которые обрабатывают его, где мы можем с вами, в принципе, выполнить запрос. Вот, нажимаем execute и видим, что нам возвращается ответ, куда был отправлен запрос, в каком виде. Соответственно, какой был ответ, это значит body наш, а это наши заголовки. Вот, в принципе, к документации мы будем еще возвращаться. Я имею в виду к документации, к проекту, который автоматически генерируется. Вот, как-то ее настраивать, поэтому пока для ознакомления это хорошо. Видим, что у нас все работает, в принципе, все запустилось. Теперь наша с вами задача, я пока консоль сверну, сделать так, чтобы мы могли с вами принять некий файлик к нам и, соответственно, что-то с ним сделать. Чтобы реализовать такую функцию, у нас обычно есть некая форма, с помощью которой это на стороне клиента, с помощью которой мы выбираем файл и отправляем. То есть сейчас мы не говорим с вами о возможности загрузки файла через JSON, потому что передавать видео в JSON это, ну, вообще, да, понимаете. Соответственно, мы выбрали файл и с помощью HTML формы отправили. Значит, FastAPI умеет работать с двумя, ну как это сказать, не с двумя видами файлов, а двумя способами. С помощью bytes и с помощью определенного объекта, называется он upload файл. Это уже надстройка над некоторыми вещами в самом фреймворке Starlet. И как раз он позволяет нам именно взаимодействовать и работать с самим файлом, прочитать его, записать и так далее. Но встроенной функции сохранения в нем нету, то есть FastAPI не умеет сохранять файл, поэтому вот эту функцию мы будем реализовывать. Значит, что нам для этого нужно сделать, чтобы эта штука у нас заработала? Давайте мы нашу вот эту первую функцию, которую мы описали, мы ее
изменим, перепишем. Значит, сразу также хотел бы уточнить, что в FastAPI используется тайп-хитинг питона для обозначения того, что это за тип. То есть, по сути, он никак не влияет на сам исполнение самого кода, но для нас, как для программистов, это идет подсказка. Плюс в самом FastAPI вот эта вот подсказка, то есть тайп-хитинг, используется для того, чтобы делать валидацию, для того, чтобы строить документацию и так далее. То есть везде используется тайп-хитинг. Тоже это будем чуть-чуть позже, значит, рассматривать. Импортируем из FastAPI такой, значит, класс как upload file. Теперь, что нам нужно с вами сделать? Данный запрос мы перепишем на пост. То есть мы будем с вами принимать некий файл, поэтому нам нужен пост запрос. Далее мы должны с вами описать, каким образом мы будем принимать данный файл. Значит, что мы сделаем? Мы в наших аргументах функции напишем, что мы принимаем некий файл. Это будет у нас тип upload file, а сам значение, которое мы с вами ожидаем, это файл. В самом файл мы поставим троеточие и импортируем файл. Import name, FastAPI файл. То есть мы ожидаем с вами некий файл, который должен быть типа класса upload файл и, соответственно, получить данный файл. Отлично. Пока мы не будем ничего сохранять. И давайте мы вот здесь выведем файл name и, соответственно, передадим имя файла, который мы хотим загрузить. То есть посмотрим, отправляется ли наш файл и что с этим добром у нас происходит. Для того, чтобы получить имя файла, мы с вами пишем наш аргумент файл, ставим точку и пишем файл name. Файл name. Таким образом, мы получим имя нашего файла. Так, а я документацию вам не показывал, где это посмотреть? Ладно, сейчас давайте мы проверим, чтобы это работало, и затем я покажу, где это в документации находится. Вот. Так, значит, смотрим на наш терминал. Видите, что у нас происходит? Нам, так как мы пытаемся работать с upload файл, нам нужна поддержка форм, то есть принимать данные, так скажем, от форм HTML. Для этого у нас в FastAPI используется библиотека Python Multipart. И мы должны ее установить. Давайте так и сделаем. Копируем нашу команду pip install Python Multipart. Выключаем сервер с помощью Ctrl-C. Ага, не скопировалось. Ладно, пропишем вручную. Pip install Python. Так, установилась данная библиотека. Запускаем наш сервер. И, в принципе, запустился. Отлично. Теперь перейдем в нашу документацию. Обновим страничку. И видим, что у нас теперь здесь отображается, что это пост-запрос. Плюс у нас добавились определенные схемы. Вот. Что такое схемы, зачем они нам нужны, это позже. Значит, открываем, разворачиваем наш данный запрос. И давайте я немножечко себя выключу. Значит, смотрите, здесь справа вот у нас есть такая кнопочка, которая называется Try it out. Если мы на нее нажимаем, у нас появляется Execute, синяя вот эта кнопка, с помощью которой мы теперь можем выполнять запрос. Соответственно, теперь она стала вместо Try у нас Cancel, то есть если мы нажмем на нее, у нас это как бы, да, отменяется, она возвращается. Вот, потому в предыдущий раз, когда я показывал, из-за отображения видео моего не было видно данной кнопочки. Теперь, что мы должны сделать? Видим, что файл у нас указан как required, то есть он обязателен. И давайте попробуем выполнить execute. Он даже не нажимается, по-моему. Да, давайте попробуем выбрать файл.
Значит, вам окошко мое не показывается, которое всплывает, но не суть важно. У меня есть определенные файлы, видеофайлы. У них длина там до 20 секунд, секунд 20, формата MP4. Я его выбираю, нажимаю открыть, видите, у меня добавился файлик, вот формат у него MP4. Я нажимаю теперь Execute. И видим, что нам вернулся файл name и вот имя нашего файла. То есть, в принципе, сам как бы файл ушел у нас на сервер. Теперь наша задача с вами состоит в том, чтобы его сохранить. Сохранить физически локально на диск. Отлично, давайте к этому и перейдем. Переходим в PyCharm. Так, значит, что нам нужно сделать? Для того, чтобы сохранить сам файл, так как, повторюсь, у нас нет этой встроенной пока что функции FastAPI, нам нужно сделать это все самим вручную. Что мы делаем? Для начала давайте мы импортируем с вами модуль, который называется Shuttle. Кто-то его называет Shuttle, по-моему, правильно произносить Shuttle. С помощью данного библиотечки мы сможем с вами сохранить наш файлик. Значит, также хочу заметить, что вот этот объект файла, который мы как бы upload файл у нас, он асинхронен. То есть мы можем вызывать у него асинхронные методы чтения, записи в него и закрытия. Вот. Соответственно, и синхронно, и асинхронно можем с ним работать. Так, теперь что я хотел еще сказать? Конечно же, способ самого сохранения файла мы можем и сделать и другой, там с помощью библиотеки OS выполнить это и так далее. То есть я просто показываю пример, в принципе, как бы это можно было реализовать. Значит, что нам нужно теперь сделать? Давайте мы вот это дело сместим. Теперь нам нужно с вами будет открыть файл, вот, и, соответственно, записать в этот файл ту информацию, которая была у нас в upload файл. Значит, суть какова? Сам вот этот объект, вот здесь примеры, как это использовать, как с помощью bytes, как с помощью upload делать. Значит, суть в том, что у нас вот этот upload файл, он находится в памяти. Вот, в виде объекта, питоновского объекта файла. И вот мы с ним можем работать. Так как у него есть еще плюс асинхронные определенные методы, это дает нам больше возможностей, чем просто байты. Вот, bytes. Поэтому как бы проще использовать его. Ну, конечно, смотря когда. И он работает так же, как с form data, для того, чтобы его мы могли отправить. Помните об этом, нужна будет вам библиотека. В принципе, здесь есть определенные самые простые примеры, как загрузить этот файл и узнать его имя. Но как сохранить, примера нет. Вот этот момент мы с вами и реализуем. В общем, понятно. Теперь, что нам нужно для того, чтобы это сделать? Значит, мы с вами воспользуемся оператором with. Далее сделаем open. Укажем, что мы хотим открыть некий файл. Давайте его назовем test.mp4. Вот. Мы будем его читать, записывать. Ой, читать, записывать мы будем. Так, скобочки надо не забывать. И здесь будем использовать вот этот сам файлик как буфер. Ну, дадим ему имя буфер. Вот. Теперь нам нужно в этот файл, который мы будем открывать, записать то, что мы прочитаем из данного файла, который пришел нам с клиентской стороны. Для этого нам нужно вызвать наш модуль shuttle, извините. В нем есть copy файл. Сейчас у меня здесь подсказки высвечиваются. Что мой? Copy файл obj, в который мы должны передать, что мы хотим, значит, записывать. Для этого мы будем использовать с вами наш файл, который принимаем, и файл. Здесь такая ситуация. Смотрите, у нас аргумент называется это файл.
но у него есть свойство файл, то есть это сам файл, то есть чтобы вы не путали файл. Соответственно, этот аргумент у нас мог бы называться видео, да, у него было свойство файл. И вторым аргументом мы передаем буфер, то есть то, что у нас вот здесь будет. Таким образом, мы из нашего файла, то есть который мы загружаем из памяти, мы запишем в наш, создадим файл, который запишется у нас на диск. И теперь давайте проверим, что у нас произойдет. Открываем терминал, смотрим, чтобы у нас не было никаких ошибок. Переходим в нашу документацию. Сейчас я покажу Chrome. Обновлю здесь, значит, документацию. Пытаемся загрузить файлик. Отправляем запрос, ждем. Так, видим, нам вернулся ответ 200. Не вернулся, вернее, извините, это я сюда гляну. У нас field to fetch. File to fetch. Так, понятно. Посмотрим в консоль. Ой, у меня открылся чего-то PowerShell. Вот он и есть у нас. Вот у меня директория с моим проектом. Вот тот файл, который мы с вами пытались загрузить. Тест mp4. Вот он показывается. Воспроизводится. Есть этот файлик. И теперь посмотрим, является ли этот файл тем, которым мы загружали. Данный файл у меня находится в банке. И вот его имя, который мы загружали. Запускаем. Это то же самое видео. Таким образом, мы с вами загрузили, сохранили наш файлик. Давайте теперь перейдем в Chrome и еще разочек загрузим другой файлик. К примеру, вот такой. Нажимаем Execute. Вот здесь вернулся наш имя файла. Так, смотрим в PyCharm. И вот здесь у нас наш файл тест остался таким же, ну, имя осталось такое же. Значит, теперь нам нужно с вами открыть наш проект, директорию с проектом и запустить данный файл. И видим, что теперь это у нас другое имя, другой файл, но с тем же самым именем. То есть мы этот файл тупо просто перезаписали. Вот. Следующей задачей, которую мы будем с вами в дальнейшем реализовывать, это, соответственно, именовать наши файлы. Значит, что нам нужно сделать? Давайте попробуем сделать следующее. Вот здесь, когда мы открываем с вами некий файл, да, мы пытаемся его открыть, мы уже знаем, как нам получить имя файла. Давайте мы попробуем сюда и указать имя файла, которое мы загружаем, чтобы он под таким же именем сохранился. Значит, для этого мы используем формат строки, в скобках прописываем файл filename. И теперь перезапускается наш сервер. Переходим в Chrome. Давайте обновим документацию. Выберем файл. Ну, к примеру, вот этот. Подождем. Видите, у нас здесь формат файла, смотрите, MOV. Заметьте, что я не MP4 загрузил, я загрузил формат MOV. Теперь давайте выберем MP4, другой какой-то, отличный от того, который мы уже загружали. Нажимаем Execute. То есть два файла загрузим. Теперь переходим в PyCharm и смотрим, что у нас есть один файл MOV, один файл MP4. Отлично, я считаю, что что-то загрузилось. Давайте мы теперь посмотрим на нашу директорию. Значит, запускаем. Вот он, отличный файл от того, что мы загружали. MP4 он. И теперь вот этот файл MOV. Видим, этот файл тоже работает. Вот таким нехитрым образом мы с вами реализовали возможность загрузки видео на сервер и сохранения его. Суть какова? Мы знаем, какой у нас будет объем файла. Вот. Мы можем на этапе
загрузки объяснить, что мы не можем загрузить, то есть сделать проверку, что там 50 гигабайт, извините, ребят, но это не то, пальто. Вот, гигабайт видео, ну тоже, ну, куда вы суете? Вот, поэтому у нас есть возможность с вами загружать несколько файлов, то есть сразу. Это реализуется следующим образом. Мы с вами вот здесь указываем, что это у нас будет лист. Значит, давайте мы сделаем следующим образом. Я скопирую данную функцию. Мы сейчас реализуем загрузочку фотографий. Значит, теперь это у нас функция будет, к примеру, не знаю, upload image, к примеру. Upload image. Соответственно, путь мы изменим. Мы здесь допишем, что это у нас image. Так, и вот здесь мы должны теперь использовать лист из нашего type hitting. Значит, что мы делаем? Мы импортируем из type hitting тайпинга. Ой, извините, я неправильно начал. From typing import list. И наш upload файл указываем, что это лист. Вот таким образом. Теперь наша задача, конечно же, как-то это дело сохранить. Вот, как это сделать, как сохранить. Но мы его обернем в цикл. Пусть будет она называться у нас image in. Давайте вот здесь мы сделаем что-то files. Так, вместим. Здесь укажем, что все good. И, соответственно, наш файл переименуем, ну, сам файл на image. То есть будем использовать из списочка, доставать это. И как бы сохранять. Вот. Теперь давайте посмотрим, попробуем посмотреть, проверить, что будет у нас в нашей документации. Значит, видим, у нас есть files, да, это наш с вами аргумент. И здесь есть add item. Нажимаем add item. У нас появляется возможность добавления. Значит, я открою, у меня есть банк определенных имиджей на канале Django School. Я вот эти файлики позагружаю. Добавляем add item. Вот, давайте 3 штуки загрузим. И нажимаем execute. Вроде как все ушло, у нас отображается good. Идем в наш PyCharm. И видим файл 1, A2, B3. И давайте посмотрим их. Пожалуйста, они загрузились. Таким образом мы сможем с вами загрузить список каких-то файлов. И, соответственно, познакомимся еще с большим функциональностью самого фреймворка. Всем спасибо.